снова наш любимый триколор. В моем случае приемник GC8306, но дело даже не в этом. Значит, вот такая вот ошибка, нет доступа к просмотру. То есть ошибка 0. Предлагают отключить приемник от питания, но не помогает. Что будем делать? Начнем с того, что при возникновении такой ошибки необходимо проверить по всей длине кабель, который идет к спутниковой тарелке. Потому что в большинстве случаев виной такой ошибки является именно кабель. Переломы, перегибы и так далее. Также со временем кабель имеет свойство облупляться. И оказывается оплетка наружу. Если она будет касаться каких-либо металлических предметов, а люди часто любят цеплять за всякие трубы, то, естественно, будет происходить заземление и много энергии будет уходить в землю. Отсюда тоже может возникнуть такая ошибка. Так что необходимо по всей длине проверить кабель. Также в местах соединения, если есть где-то коннекторы, либо просто замотано, также нужно проверить, нет ли окислов. Проверив кабель по всей длине, необходимо подняться к спутниковой тарелке, открутить коннектор от головки принимающей, посмотреть, нет ли окислов, перекрутить ее и вставить на место. Если же теперь со всем кабелем все в порядке, здесь все в порядке, то необходимо посмотреть коннектор возле приемника. Его также необходимо перекрутить, если это понадобится. При условии, что весь кабель в порядке, мы его проверили. На принимающей головке на спутниковой тарелке мы его перекрутили, коннектор, окислов нигде не нашли. Также здесь коннектор перекрутили, проверили, что здесь все в порядке. Далее достаем карту из приемника. Спиртом протереть нужно контакты и вставить на место. Это, в принципе, все физические действия, которые мы должны выполнить при этой ошибке. Если же ошибка все еще остается, то будем делать следующие действия, которые наверняка вам помогут. Еще одно мероприятие, которое, возможно, вам поможет при такой ошибке, это сброс настроек до заводских. Жмем на пульте меню, выбираем настройки, переходим в самый конец настроек и жмем «Сбросить настройки». Если понадобится пин-код, то 4 нуля обычно. Когда сбросите настройки, сразу же перезагружайте приемник, отключите его от питания вообще на секунд 30. Затем включите, осуществите заново поиск, и, возможно, это поможет. Это еще один из вариантов, не будем его исключать. Что делает кошка, услышав слово «триколор»? Если все из вышеуказанного не помогло, то нам нужно заказать ключи активации. Делаем следующее. Нам понадобится все это говное оборудование, пока что включенным. На пульте нажимаем меню. Меню. Выбираем статус. Отсюда нам понадобится ID приемника. Далее нам понадобится смартфон. Ну или любой телефон. Итак, напомню, все мы это делаем с условием, что ваш пакет услуг оплачен, и ошибка возникла непонятно почему. Так, берем трубятину, набираем номер, следующий, 8 800 500 01 23 и звоним. Номер бесплатный, поддержка триколор. Звоним в него, нам предложат нажать некоторые цифры для выбора меню. Нам нужно второй пункт, то есть цифра 2. А потом предложат ввести ID приемника, который мы не спеша, но в то же время не очень медленно тоже набираем. Нам предложат отправить новые ключи активации. Нажимаем циферку 1. Все это делаем на смартфоне. После чего
Отключаем приемник из сети на 5 минут. Включаем его. Оставляем на любом из закодированных каналов и ожидаем от 20 минут и до 8 часов. Примерно где-то через час-полтора все должно появиться. Я, к примеру, оставлял на 20 канале, у меня это Муз-ТВ. Ах да, чуть не забыл. Пульт должен быть в пакетике, иначе вы его засрете. Наверное, это старость. После всех проделанных манипуляций, отправки ключей активации и ожидания до 8 часов, примерно через 2 часа ожидания, все каналы раскодировались. Кстати, напомню, что ожидание следует оставлять на одном из кодированных каналов. Я оставлял на канале Муз-ТВ. Так что проблему решили. Надеюсь, что видео будет вам полезным.